Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. Сегодня свяжем шапку с красивым рельефным узором с шишечками. Шапку можно вязать как с отворотом, так и без отворота. Вязала я из пряжи Alize Lana Gold Classic. Здесь 49% шерсти, 51% акрил. В 100 граммах идет 240 метров. Цвет данной пряжи 221, это светлый джинс меланж. Цвет этой пряжи лазурный, его номер 386. Расход на шапку до 55 размера 1 моток. Также, если вы будете вязать без отворота на больший размер, то тоже хватит одного мотка. Крючок понадобится номер 5, маркер, либо можно использовать булавку, и также пластиковая игла с большим ушком. Моя шапка на размер 53-55, глубина шапки 21 сантиметр, отворот 7 сантиметров. На экране вы сейчас увидите таблицу, по которой можно определить глубину шапки в зависимости от окружности головы. Но это приблизительные данные. Глубина шапки вам нужна будет, если вы будете вязать без отворота, либо на меньший размер, допустим, для ребенка. Вот эта часть от макушки до резинки, она остается постоянной. Здесь у меня 16 сантиметров, 29 петель. В зависимости от глубины шапки можете регулировать вот эту часть. Здесь у меня 13 сантиметров, 25 петель. Допустим, вы захотите шапку без отворота, соответственно, здесь необходимо будет набрать меньше петель для вот этой части. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Набираем 55 воздушных петель. Делаем петлю. И самую первую петлю я считаю, я ее не затягиваю. Вторая, третья и так далее. 55 воздушных петель. Вяжем первый ряд, начиная со второй петли от крючка, провязываем 25 соединительных столбиков. Вытянули петлю и протягиваем через петлю на крючке. Первая, вторая, третья, провязываем 25 соединительных столбиков. Далее будем провязывать шишку. Провязываем в следующую петлю столбик без накида. Вот этот переход между соединительной петлей и столбиком без накида я помечу маркером. Далее делаем одну воздушную петлю, делаем накид на крючок. Вот у нас столбик без накида, заводим крючок под ножку столбика, не в петлю, а под ножку столбика. Вытянули и провязываем 2 петли на крючке, 2 оставляем. Далее снова накид под ножку столбика и провязываем 3 петли на крючке, снова 2 петли остаются. Далее пропускаем одну петлю и в следующую провязываем столбик. Вот эта петля у нас занята, здесь мы провязывали столбик без накида, затем формировали шишку. Пропускаем и в следующую заводим крючок, вытянули петлю, 3 петли на крючке, провязываем вместе. Далее в следующую провязываем столбик без накида. После провязываем 3 соединительные петли, заводим в следующую петлю, вытянули и через петлю на крючке. Первая, вторая, третья и четвертая. Далее будем формировать снова шишечку. Провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, накид, вводим крючок под ножку столбика,
Провязываем 2 петли, 2 остаются. Снова накид, подножку столбика. Провязываем 3 петли, 2 остаются. Пропускаем петлю, в следующую провязываем столбик. Вытянули петлю и все 3 петли на крючке вместе. И в следующую еще один столбик без накида. И провязываем 4 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4. Вот таким образом у нас образуются шишки. Далее провязываем еще 3-й раз. Провязываем столбик без накида, воздушная петля, накид, подножку столбика, 2 петли, накид, подножку столбика, 3 петли, пропустили петлю в следующую, столбик без накида и еще один столбик без накида и 4 соединительные петли. В конце у нас остается 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем второй ряд. Также начинаем провязывать со второй петли от крючка. Первая со второй, захватываем заднюю стенку петли и провязываем соединительный столбик. Далее под следующую снова соединительный столбик. Таким образом весь второй ряд мы провязываем соединительными столбиками. Их должно у нас получиться 49. Дошли до маркера. Здесь провязываем соединительный столбик. Далее провязываем в следующую. И данный переход отмечаем маркером. И снова до конца провязываем соединительные столбики. В конце покажу, как провязать последнюю петлю. В конце осталось провязать 2 петли. Провязываю предпоследнюю и последнюю провязываем за обе стенки петли. Также провязываем соединительный столбик. Старайтесь соединительные петли вязать не туго, вяжите посвободнее. Далее делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем 3-й ряд. Также начинаем со второй петли от крючка за заднюю стенку, провязываем 25 соединительных столбиков. Провязываем их до маркера. Я провязала 25 соединительный столбик, где маркер. Далее мы будем провязывать узор шишечки. Вязать мы их будем в шахматном порядке. Поэтому вначале сейчас провязываем 4 соединительных столбика. Провязываем первый. Сразу отмечаем маркером. Второй, 3 и 4. И далее идет шишка. Также заводим за заднюю стенку, провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля, накид, подножку столбика,
2 петли, 2 остаются, накид, подножку столбика, 3 петли, 2 остаются, пропускаем одну, следующую вводим крючок и провязываем столбик. Все 3 петли на крючке вместе. Следующую снова столбик без накида. И далее повторяется. Мы провязываем 4 соединительных столбика, формируем шишечку. И далее до конца мы будем провязывать соединительные столбики. Провязываем еще одну шишечку, и я покажу дальше. В третьем ряду у нас будут всего 2 шишки. Далее после шишечки мы провязываем здесь до конца 8 соединительных столбиков и затем спустимся здесь вниз к макушке. Провязываем 8 соединительных столбиков. Провязываю последний, 8. И здесь у нас получается вот такая вот лесенка. Мы должны спуститься вниз и провязать оставшиеся 5 петель. Сбоку у нас здесь есть вот такая вот перемычка. Заводим сюда крючок. Находим следующую петлю. Вытягиваем и протягиваем через 2 петли на крючке. Первая соединительная, вторая, третья, четвертая и последняя, 5. В конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и снова 4-й ряд мы провязываем весь соединительными столбиками. Также со 2 петли от крючка за заднюю стенку провязываем соединительные столбики. В 4-м ряду их у нас 54. Также довязываем до маркера. Здесь отмечаем переход и вяжем до конца. Где маркер, провязываем соединительный столбик. Затем в следующую. И отмечаем маркером. В конце провязываем последние 2 петли. И не забываем самую последнюю провязываем за обе стеночки. Далее делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, и ряды у нас повторяются. Далее 5-й ряд вяжется точно так же, как и 1-й. Провязываем 25 соединительных столбиков, формируем 3 шишечки, провязываем 4 соединительных столбика и оставляем 5 петель. Переворачиваем, делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем соединительные столбики. Каждый четный ряд провязывается только соединительные столбики. В описании и в комментариях оставлю тайм-коды, и вы сможете по ним спокойно переключаться по нужным рядам. Сейчас я скажу, сколько она получается в длину. В длину она 30 сантиметров. Вот я провязала один моток до конца. У меня осталось немного пряжи, как раз для сшивания. Ряд у вас должен закончиться соединительными петлями. И кончик нити у нас находится снизу, где отворот шапки. Сейчас я скажу, сколько получился размер по резинке. Здесь у нас в нерастянутом виде 39 сантиметров. Далее у нас, где идут выпуклые шишечки, это у нас лицевая сторона. Изнаночная выглядит вот таким образом, она более гладкая. Теперь мы складываем шапку для сшивания. Лицевая сторона у нас остается внутри. Вот у нас изнаночная сторона. С этой стороны у нас идет кончик нити. Здесь у нас был край
где мы набирали воздушные петли в самом начале. И здесь у нас есть вот такие вот петельки. Сюда мы будем вводить крючок. Вводим в самую крайнюю петлю и захватываем кончик нити. Здесь у нас идут вот такие вот косички. Когда будем сейчас провязывать, мы будем захватывать переднюю стенку петли, только вот эту вот. Вытягиваем кончик нити, подтянули. Нить у вас должна располагаться внутри шапки. Далее мы захватываем с этой стороны переднюю стенку петли. Вот смотрите, самая первая у нас она уже провязана, как бы мы вот вытянули петлю. Вводим во вторую, захватываем переднюю стеночку петли и с этой стороны следующую петлю вытягиваем и провязываем соединительную петлю. Далее в следующую с одной стороны, со второй. Вот таким образом будет получаться здесь такая вот косичка. С этой стороны он будет выглядеть вот таким образом, здесь шов. Старайтесь при сшивании соединительные петли сильно не затягивать. Вот я прошиваю уже, где у меня идет основной узор. И не забудьте, что вы вначале захватываете переднюю стенку петли вот с этой стороны. Затем уже петлю с этой стороны. Довязываем до макушки и затем ее уже стянем. Вот я довязала до конца. Оставляем кончик нити для стягивания макушки. Здесь мы нить продеваем через петлю и полностью ее вытягиваем. Затянули. Продеваем нить в иглу. Теперь смотрим, здесь у нас есть по краю вот такие вот петельки. Их прям видно. Вот они. Мы продеваем иглу сюда вот в эти петли по кругу. Собрали по кругу все петли. Теперь тянем за ниточку, аккуратно стягиваем макушку, сильно не тянем, чтобы нить у вас не порвалась. Вот таким образом стянули. Теперь ее нужно закрепить. Также по кругу проходим. И потихоньку подтягиваем. Как все хорошо прошили, теперь нам необходимо спрятать кончик нити. Заводим иглу таким образом под петельки. Лишнее обрезаем.
Вот такая у нас получается макушка ровная. Здесь у нас место шва. Вот здесь он совсем даже и не заметен. При отвороте тоже шва не видно. Надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.